Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Сегодня я хочу сделать для вас общий расклад Таро, старинное гадание, которое всегда сбывается. Настраивайтесь на себя, на свой поток, на свою ситуацию, на свою судьбу, на события, которые происходили недавно, происходят сейчас и могут произойти в ближайшем будущем. В ближайшие 30 минут мы погрузимся с вами в пространство вариантов, и старинный расклад Таро приоткроет вам тайны вашей судьбы, а также загадки судьбы, и приоткроет завесу, что случится совсем скоро. Пока я делаю выкладку карт, вы можете подписаться на канал, не забудь нажать лайк или дизлайк, поставить на паузу и написать пожелания себе для этого расклада. Что вы хотите получить от этого расклада? Какой прогноз? Утешительный, неутешительный? Хотите, может быть, проверить, может быть, хотите получить подсказки Вселенной, и может быть, вы хотите сделать какие-то, может быть, предупреждения, да, или инсайты для себя получить. Может быть, это послание духов, послание умерших для вас будет, а может быть, это просто как диагностика вашего пространства, вашего поля. И я думаю, что вы уже готовы. Мы сделали эту выкладку, и мы начнем с прошлого. И посмотрим, что в прошлом такое происходило уже. Вот эта вот линеечка. Что в прошлом такое происходило, что повлияло на вашу судьбу, ну, главным образом. Ну, смотрите, вы в прошлом человек, который, ну, вас не назовешь отшельником, затворником. Вы раньше были любителем собираться, тусить, да. Ну, всякие тусовки, компании, да, вам нужно было даже покупать такой препарат, как стоп-тусин, да, слово «прекрати тусить». То есть вы были душа компании, и как минимум, если вы даже не были душой компании, то вам не были чужды группы, компании, тусовки, игры, там, настольные, застольные, подстольные, ну и так далее. То есть вы любили сомневаться, но группа лиц на вас влияла. То есть вы человек, который, ну, социальный. То есть когда-то давно социофобушком вас не было возможности назвать. Да. И вот в этой компании вы и помимо того, что вы любили эту компанию, в этой компании вы и влюбились. Ну, возможно, вы любили быть в этой компании и были любимы этой компанией, этой группой. То есть у вас были почитатели, да, вас почитали. От слова не читать, а от слова уважать, да, в этой компании. Ну и, возможно, вы встретили в этой компании любовь. Ну и эта компания была действительно веселая, действительно вы влюбились в этой компании, или эта компания любила вас, а вы любили ее. Видите, какая прекрасная комбинация. У вас такое бурное, любвеобильное прошлое, достаточно веселое и социально адаптивное, да, то есть вы хорошо себя чувствовали на карнавале своей жизни, да, то есть уже успели вы пожить всласть, насладиться жизнью, и как минимум яркие события любви, каких-то карнавалов судьбы у вас в прошлом. Ну и давайте так скажем, скорее всего, вы уже успели родить ребенка. Возможно, вы были воспитателем детей, воспитательницей. Ну, не обязательно это профессия. Возможно, вы успели воспитать детей. Вот. И плодом этой компании явились дети, так или иначе. Да? То есть, или вы научились взаимодействовать в этой компании с группой людей. То есть, ну, можно так сказать, что, может быть, вы какая-то звезда покера, да, или звезда эстрады, или звезда вообще в своем формате, известный человек. И это все благодаря группе людей, компании, где вы научились взаимодействовать с теми, кого любите и кто любит вас. Ну, как минимум, возможно, вы уже успели в какой-то компании влюбиться в мужчину, в женщину, делать, нарожать детей, да, и это у вас уже произошло.
Давайте посмотрим первую как бы линию судьбы, что происходило. Опять немножечко прошленькое у нас такое. 3 карты. Что вносило перемены в вашу судьбу очень сильно, да? Ну, смотрите, здесь карта ограничений неких, да, то есть как будто бы такое ощущение, что вас кто-то не выпускал. Давайте приоткроем. И в прошлом, вот смотрите, у вас события в прошлом весьма-весьма нелегкие. То есть помимо того, что были яркие солнечные дни в вашей жизни, где радость, веселье, дети, детский смех, компания, да, украшала вашу жизнь. Также вас доставало отчаяние, и какой-то человек, который, может быть, либо вторгался в вашу жизнь, либо существенно ограничивал ваши возможности. То есть, может быть, он даже и лез в вашу жизнь, ограничивал ваши возможности. У меня такое ощущение, что какой-то мужчина доводил до отчаяния вас, и еще и доводил до отчаяния себя. Ну, почему так? Потому что здесь, ну, с одной стороны, здесь он себя до отчаяния доводит, здесь он куда-то лезет, а здесь он как бы, ну, может, это и человек, который был судим, осужден, да, был ограничен в свободе, в воле. Но это ваша линия судьбы, и, скорее всего, был человек нежелательный, от которого вам нужно было ограждаться. Может быть, это тот человек, в которого вы влюбились, и с которым у вас появились дети. Ну, а может быть, это еще и человек, который просто вот вошел в вашу жизнь и начал ее портить, доводить ее до отчаяния и до каких-то крайностей. Это все-таки мужчина. Ну и с мужчиной это очень тесно связано, потому что как тюрьма, так и вор, так и отчаяние. Ну, это больше тут мужские аспекты все, да, поэтому кто-то очень сильно попил с вас крови в прошлом. И как минимум, знаете, вот в каждой бочке с медом может побывать маленькая ложечка дегтя. Да? Так вот у вас этой ложечкой дегтя стало отчаяние, воровство и ограничение. И это все из-за мужчины. Кто это? Можете поставить на паузу, написать, что кто это. То есть, может быть, это ваша бывшая любовь, муж или жена, да. А может быть, это просто человек, который просто вот вторгся и... ну, как бы, ну, не поломал вам жизнь, но как минимум краски карнавала потупил, да, так сказать. То есть, если они были раньше яркие, да, то они как минимум побагровели, да, то есть красного цвета стало побольше. Давайте посмотрим. Это еще одна линия судьбы из прошлого, да. И вот мы будем сейчас разбираться, что вас очень сильно ограничивало, да, что больше всего внесло в вашу жизнь стеснение. Друзья, но это больше не друзья, это преданность. Какой-то преданный друг вас очень сильно ограничил. Возможно, предал, возможно, что-то украл. И, может быть, украл любовь, может быть, украл деньги, может быть, украл надежду, может быть, украл жилье даже, да. Но, как минимум, здесь, знаете, как... С одной стороны, это преданность, а с другой стороны, это может быть предательство, поскольку оно ограничено. Поэтому кто это люди? Эти люди близкие вам, на которых вы надеялись, но они вас, к сожалению, подвели. Давайте посмотрим, что у вас было украдено такого, что довело вас до отчаяния. Ну, как минимум, здесь украдено здоровье и надежда. И почему говорю надежда? Потому что нет здоровья, нет надежды, да, потому что у человека можно забрать все, кроме здоровья. То есть, если у него забрать все, оставить здоровье, он опять встанет на ноги. А если забрать здоровье и надежду, то, ну, такому человеку очень трудно будет вообще встать на ноги, помочь чем-либо. Поэтому вас, я так скажу, у вас выбили почву из-под ног близкие. У вас выбили стул из-под ног близкие, да, вот так вот. И вот эта вот почва, стул, да, тут точка опоры. Вы вот заболели очень сильно из-за этого. Заболели из-за того, что кража самого главного в вашей жизни — это здоровье и надежды. Ну, наверное, у вас был очень сильный удар от человека, которого вы не ожидали. Он может быть и моральный, он может быть и физический, но больше он такой, знаете, как будто бы у вас забрали то, что забирать нельзя. И забрал самый близкий человек. Далее давайте еще посмотрим отчаяние, причины отчаяния и болезни все-таки, да, тут мы разбираемся в сложном квадрате вашей жизни сейчас. Фальшь, нечестность, ложь.
кто-то вас очень сильно обманул, обокрал и, может быть, что-то пообещал. Может быть, поступил так, как, знаете, есть такой фильм, он называется «Немыслимое», да, так вот, ну вот как-то немыслимо с вами поступил, да, или почему-то у меня идет слово как изверг, да, изверг, но не извержение вулкана, а изверг, который, ну, издевался над вами, да, то есть так, как с вами поступили, мог поступить только человек, у которого просто, знаете, может она и была, это совесть, но она куда-то делась, пропала, да. И действительно вас обманули. Почему? Потому что кто-то очень сильно боялся. Ну, здесь страх и отчаяние, они рядом всегда. А фальшь — это тоже страх и отчаяние, да, это вот эта комбинация, она близка. Поэтому причины отчаяния есть нечестность изначально. Ну, может быть, и вы где-то не были искренне с кем-то, но как минимум какой-то очень нечестный враль, обманщик, врун довел вас до отчаяния. Ну вот такие линии судьбы у вас, да, нелегкие. Как минимум сейчас вы находитесь в состоянии ограниченного движения. Вот эти две карты. Как минимум у вас не хватает ресурса, потому что деньги ваши либо украдены, либо уходят на некомфортное жилье, или жилье в некомфортных условиях, или жилье в условиях постоянного лечения. То есть вы тратите энергию свою на то, чтобы компенсировать удар или какую-то низость от человека, от которого вы это не ждали. Ближайшее будущее. Что готовит вам? Давайте вот посмотрим вот эти три карты. Это ближайшего будущего. Может быть, я не хочу говорить там за боль, страдания, но вот хоть что-то хорошее мы можем на что-то хорошее рассчитывать, имея очень сильный энергетический пробой. Кстати, у вас пробой, скорее всего, в сердечной чакре. И вот болит у вас именно сердце, давление, кровь, давление вверх-вниз. Здесь, скорее всего, удар, это повышенное давление. Ну, может быть, и пониженные моменты тут уже применяйте к своей ситуации. Ну, и может быть такое, что что-то с почками. Почему-то такой путок идет. Вот что хорошего готовит? Смотрите, я вам рекомендую, во-первых, хорошее, да, идет, кстати, вам сакредот, это священник, вам нужно исповедоваться, то есть ключом к вашему выздоровлению есть исповедь. То есть, не хотите исповедоваться с психологом, идите в церковь. Это лучшее, что сейчас может быть. И вам нужно, чтобы убрать эту боль душевную из себя, из своего сердца, вот она центральная карта, и снять эту боль от преданности, от предательства, как минимум исповедаться. Поэтому нету безгрешных людей. Все мы совершаем ошибки и грехи. Все мы греховны, да? Поэтому какой-то есть грех ваш, который все равно, может быть, и тяготит вас, может быть, вы где-то смалодушничали когда-то, да, и это привело к этим последствиям, в которых вы оказались. Но первое, что вам нужно сделать, вам нужно найти силы, повести себя именно к священнику. Кто будет этим священником? Лучше, если это будет мужчина, с которым вы сможете исповедаться. Таким образом, вы проговорите ту боль, которая должна выйти из вас. И она может стать импульсом. То есть первым человеком, который будет знаком судьбы и символом позитивных перемен к лучшему, это священник. Вот попробуйте. Да, возможно, вы не доверяете священнослужителям. Возможно. Ищите своего священника. Мало того, я говорил о силе. Поэтому вам второй ход – это найти свое место силы. Это может быть храм, а может быть то место, где вы будете себя чувствовать лучше и выздоравливать. Это говорит о том, что, возможно, вам придется поменять способ лечения, способ терапии и место терапии. Ну, понимаете, место уже может повлечь, изменение места терапии уже может повлечь за собой и способ, и того же священника, и доктора, да, потому что священник может быть сам как доктор, да, и поэтому доктор может поменяться. Поэтому мужчина, священник, доктор
и место силы. Запомните эти моменты, и они придет время в ближайшем будущем, вы поймете, о чем я говорил. Ни одна карта, ни один поток не проходит просто так. Все, что вы слышите в потоке и вообще в своей жизни, оно идет как часть кармы, как часть информационного поля Акаши, которое было, есть и будет. Понимаете, да? Иногда оно есть для вас инсайтом, а иногда вы его не слышите. Иногда нужно прослушать расклад 2 раза, 3. Да? Или несколько раз увидеть одну и ту же карту в раскладе. Если вам постоянно попадается иерофант или священник, например, в предыдущем моем раскладе или раскладе какого-то другого мастера вы слышали о священнике, поставьте себе какую-то галочку, маркер, что да, действительно мне попадается постоянно один и тот же аркан. Дальше. Гордыня. И вот смотрите, вот здесь гордыня, она о говорить. Вам надо эту гордыню проговорить. Вам нужно не бояться заметить что-то. И в ближайшем будущем вы встретите какого-то важного для себя человека, очень важного для себя человека. Этот человек для вас важный будет именно мужчина. Потому что павлин — это мужской аспект. Вы встретите заметного человека, вы его заметите, вы его узнаете. И глядя на эту карту, вы вспомните этот расклад. Вы скажете: о, вот ты мой священник, вы мой священник, да? Ну, не говорите ты. Хотя оно пойдет из вас потоком, да, и если гордыня в вас играет, то вы скажете ты. А если вы уже как бы осознаете, что эта гордыня вам лишняя, вы скажете: вы мой священник. Слышите, да? Поэтому вы узнаете этого человека, этого мужчину. Ну, кстати, вам идет навстречу король пиковый. И, возможно, вы с ним встретитесь не с первого раза. Сперва вы его заметите, а потом вы пойдете к нему на прием или на контакт. Вот таким образом. Потому что здесь двойка пиковая, да? Да, даже, извините, трифовая. Я извиняюсь. И вот не с первого раза, возможно, вы его и заметите, и узнаете, но в ближайшее время вы заметите этого человека, который вам нужен. Ну и смотрите, здесь прямо объединение. Я так скажу. Я не скажу, что вы в ближайшее время захотите пожениться, обвенчаться, объединить судьбы, да, выйти замуж. Я это не скажу. Это говорит о сближении каком-то. И здесь брак. И снимая какие-то зажимы, проблемы в прошлом, вот они как будто бы в тюрьме вашей души. Возможно, через этого священника, возможно, через этого мужчину, возможно, через этого психолога, да. Возможно, через этого человека, который общается с высшими силами, с заметным человеком. Но вы как минимум... Эта карта все-таки о складывании половинок. Вы как минимум прибавите себя. Или себе сил дадите и начнете выздоравливать. Вот эта болезнь, которая внутри вас, а все болезни, они из-за энергетического пробоя. Так вот, у вас пробой на уровне 4-й и 2-й чакры, это почки и сердце. Так вот, как минимум, благодаря этому человеку в ближайшем будущем вы добавите себе свою вторую половину. И изначально эта вторая половина будет частью вашей энергии. То есть мужчина даст себе гибкости, а женщина добавит себе гибкости. Мужчина добавит себе гибкости, эластичности, мягкости, это женское. А женщина добавит себе жесткости, мужественности, настойчивости, огненности, а мужчина водности добавит. Поэтому женщины можете рисовать себе на запястье сейчас себе руну либо Тивас, это стрелочка вверх, да, Тивас, либо Соло. А мужчина можете рисовать себе руну Ларгус, либо руну Беркана и походить с ними. Можно на одну Беркана, на одну Ларгус, а женщина можно на одну Соло, на другую Тивас. Услышьте. По сути, в ближайшее будущее, неважно, кто вы, мужчина или женщина, вам идет ваша вторая половина. Человек, который будет вас слышать, понимать, делать вас более сильным. И ваша вторая половина энергии, та энергия, которую из вас и выбили благодаря этому предательству, обману, краже и доведению вас до отчаяния, плюс ограничения вашего возможного передвижения. Окей? Ну и давайте посмотрим теперь,
дальнее будущее, вот последствия. Что даст вам эта встреча с этим мужчиной? Ну, может, вы на встречу собираетесь. Давайте так скажем. Эта карта, она может быть спорной, но это важная для вас встреча. Все равно. Важная встреча, и что она вам даст? Она вам даст возможность идти вверх. То есть подняться. То есть, как минимум, если с точки зрения здоровья, то эта встреча с этим мужчиной, здесь, смотрите, валет трефовый, ну, не всегда он хороший, этот валет трефовый, но вот здесь я почему-то вижу лестницу вверх и спираль времени, которая развивается за этим человеком. Поэтому это как будто бы какой-то привратник, да? То есть это откроет вам дороги вверх, и этого будет достаточно. То есть жизнь ваша при встрече с этим человеком пройдет точку низа, точку дна, и вы будете отталкиваться от дна и идти вверх по красной ковровой дорожке. Может быть, это действительно какой-то кабинет будет, где будет красная ковровая дорожка. А может быть, это будет интенсивная какая-то, интенсивный путь, где кровь и ваши линии судьбы будут течь с позиции силы и придавать вам силу и уверенность в завтрашнем дне. Ох, есть какой-то враг на вашем пути, и он для вас очень важный. С одной стороны, встреча и враг. Возможно, вам придется встретиться еще раз с вашим врагом, а возможно, вам придется противостоять этому врагу и укреплять свои силы для того, чтобы враг, который есть на вашем пути, и вам придется с ним встретиться, окончательно не добил вас, к сожалению. И вот эта встреча с этим человеком, как минимум, не даст возможности вашему врагу добить вас окончательно. То есть есть некий человек до сих пор, вот он, враг, стоит со змеей на проходе, и знаете, этот проход, он говорит о том, что вам не миновать этой точки, да, этого прохода. Это очень сильный враг, потому что проход у нас по рунам символизирует Турисас руна, да, это точка прохода. И после Турисас, да, у нас именно Райду открывает это направление. Поэтому направление в новую жизнь вам как будто бы придется заглянуть в прошлое, столкнуться с этим врагом или столкнуться с последствиями того врага и преодолеть их во что бы то ни стало. И видите, и вот после этого только, после этого аллегрия, то есть это возвышение пойдет. Смотрите, что интересно. Здесь возвышение и радость. И только после этого вы придете к прошлой радости жизни. Да, она будет не абсолютно такая, как была ранее, но она будет радостная. Она может быть похожа на прошлую радостную жизнь, может быть не похожа. Ну, действительно, вы не можете вернуть в прошлое, но радость прошлого и, смотрите, и здесь аллегреса, то есть, да, радость, и здесь аллегрия, радость. В любом случае вы как минимум поднимете себя. То есть, смотрите, в ближайшее время вы благодаря какому-то, в ближайшем будущем вот этот квадрат, вы благодаря какому-то мужчине сможете преодолеть либо последствия схватки с каким-то врагом, либо еще раз столкнетесь с этим врагом и победите. То есть, это карта не победы, но как минимум вы превозможете силы врага, преодолеете силы врага и вновь вернетесь к динамичной, без ограничений жизни, которая будет уже естественно в вашем реальном измерении, не такая, как раньше, но не такая грустная, как была. То есть вы начнете как минимум выздоравливать, и благодаря доращиванию своей второй половины вам станет веселее. О чем это? Это может говорить о том, что после того, как вы найдете свое место силы и отпустите грехи эти свои, да, возле вас появится человек, мужчина или женщина, с которым вы будете жить намного веселее, а все враги просто останутся в прошлом, да. Но как бы вы пройдете в будущее и навсегда закроете ту дверь врага или к врагу,
и возможности врага вредить вам. Ну, кто может быть этим самым врагом, давайте уточним все-таки. Потому что очень много врагов, да, вот в этой карте. Давайте смотреть. Ну, с точки зрения, я уже говорил, что это, скорее всего, какой-то мужчина, но все-таки кто может быть этим врагом в прошлом и врагом в будущем, да, все-таки давайте посмотрим и прошлое, и будущее. Кто очень сильно вредил вам в прошлом? Ну, какой-то знатный мужчина все равно, богатый мужчина. Может быть, это и богатство мужчины, но все-таки это богатый мужчина. Скорее всего, он купец, торговец или бубновый король. Да, а кто этот бубновый король? Кстати, тут десятка бубновая. Как минимум, в прошлом у вас украли большое количество денег. Ну, или мужчина забрал у вас все имущество, да, или весь бизнес отобрал. Или какой-то, может быть, олигарх, или какой-то, ну, богатый человек, да. Но тут не судья, а именно торговец. Какой-то король бубновый, не бедный. Кто этот человек в будущем? О, смотрите, вдовец. Ну, как минимум, возможно, у него уже умерла жена, либо умрет. Либо, если это ваш муж, то вы для него должны умереть. Слышите? Поэтому у вас враг. Мужчина. Особенно для женщин это бывший муж. Имейте это в виду. Ну вот по этому раскладу так. Но для того, чтобы жить новой жизнью, вам нужно вернуть себе свою вторую половину. Вернуть. Вот как бы интегрировать ее на уровне энергии. Возможно, этот мужчина для вас и ставил какой-то блок. И делал, может быть, что-то на смерти, либо желал вашей смерти, либо доводил вас до отчаяния, до психоза. И здесь может быть история о важном каком-то павлине, где, который был и абьюз, и может быть там и все там уровни и буллинга, и газлайтинга, и что угодно. То есть, ну, настоящий изверг. Сей расклад он больше о том, что какая-то больше женская душа, пострадавшая от какого-то очень такого жесткого человека, не бедного, который вплоть до того, что доводил до отчаяния. Ну, и смотрите, вдовец здесь это еще и я говорил похоронить именно прошлую боль. Если вдруг у вас с мужем было все хорошо, и вы досмотрели это до этой точки, то вам нужно его похоронить. Что значит похоронить? То есть отпустить его окончательно и дать себе возможность жить. Потому что бывает такое, что из жизни уходит любимый, дорогой человек, ну вот судьба украла у вас, и вы доводите себя до отчаяния, что вы не можете жить без этого человека. Вот вам нужно закрыть дверь в прошлое и открыть дверь в будущее. Вот она, эта дверь, вот он привратник, и вот этот мужчина, который будет вам проводником. Хорошо, давайте теперь посмотрим, каким может быть ваше будущее, да, вот линия судьбы. Ну, смотрите, ваше будущее может быть наполнено романтикой, здесь король червовый, то есть место для любви в вашем будущем есть. То есть вы можете найти свою половину, и мужчину, и женщину. Помните о том, что любви все возрасты покорны, и никто и ничто не имеет права лишить вас права на любовь. Ваше будущее полно романтики. Ваше будущее полно размышлений и фантазий, творчества. А также, если вы человек творческий и вдохновение, и муза для вас важна, муза может вполне появиться в вашей жизни, неважно, кто вы, мужчина и женщина. Здесь для вас вдохновителем может быть и мужчина, и женщина. Выбирайте. Для вас открывается возможность творить, вдохновляться и вдохновлять других. И кто знает, может быть, вы станете той самой музой для мужчины или для женщины в ближайшем будущем. Ну и опять, как же без этих, як українською кажуть, бешкетників, да, веселье. То есть все-таки ваша жизнь будет наполнена вдохновением, новыми нотами, новыми песнями, новыми мелодиями, новыми красками. Смотрите, ведь все-таки вот эти три карты, они делают вам настроение. Вот напишите, поднялось ли у вас настроение после этих трех карт или нет. Ведь радость жизни, мгновение, наслаждение мгновением жизни есть самое главное, что есть самым ценным. Да? Вот есть самое главное, что и есть самым ценным. Ведь есть только жизнь в моменте. Нету прошлого, нету будущего. Мы же живем здесь и сейчас. И вот это поднятие, вот это вдохновение, я вам так скажу, кто-то в ближайшем будущем даст вам смысл
як кажуть українською, надасть вам сенси життя, надихне вас на почуття, на життя, на кольори життя, і ви побачите те нове розмаїття кольорів, завдяки якому ви заохочите себе жити, заохочите одужувати. Тобто ви вдохновитесь жить и выздоравливать. Ну и последняя интригующая карта, которая закроет этот расклад, но обязательно откроет вам двери в новую жизнь. Комната или туз бубновый. Это новая материя, новая форма, новый квадрат или новый шанс на жизнь. Новая материальная реальность. Вы почувствуете, как в вашем сердце то зерно жизни, которое закатилось в самый темный угол разума, орошенное болью слез вашего страдания, даст новые всходы, новые реальности. Даст вам шанс на то, чтобы вы пустили корни в новую реальность и расцвели мощным деревом. Пусть это дерево будет дуб, у которого будут мощные корни. Большой поток силы руны Беркана и большое красивое будущее, которым будут восхищаться все вокруг, проходящие под кроной вашего успішного і радісного битія. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. І не забувайте, що тільки мить робить ваше життя реальним та щасливим. Все буде добре і до зустрічі. Це обов'язково відбудеться. От побачите. Па-па.